Смотрите, вот это спутник. Видите его размер? Да. Это который вот там в космосе летает. Вот помнишь, мы его видим, как иногда летает, да, лампочки? Посмотрите, какой размер, да, этого спутника. Давай посмотрим, как его запускают. Его не будут запускать, это макет, это чтобы ты мог понять, какой он. И как он там высоко-высоко в космосе летает, какого он размера. Можно подойти? Можно. Мама, мне больше всего хотелось узнать, вот как у него крылья такие. Ну вот видишь, какие? Это все антенны такие. Лёш, на него не залезают. Мама, можно скучно в Лондоне, вот смотри. Можешь. Мама, можно мне тоже? Можно? Смотри, какая выставка машинок. Это все машины, которые почту перевозят. Видите? Этих две длинных. Это машины, которые перевозят почту, почтовые грузы. Видите? В разных странах. Например, в США вот такие машины, да? Мама, купи все такие машинки, все конечно. Конечно, конечно. Стась. Да. Мама, вот это в ЦСКА. Это в Германии, это в Португалии. Да. Да. Ходим через эти штуки? Мама, Нет, будем нельзя там сейчас туда небо. вставать. Нельзя туда вставать. Стекло очень хрупкое, может разбиться. Да? Да, эта выставка называется «Эволюция услуг почтовой связи». Телефон. Видишь там телефон, мама? Как будто ударил. Видишь, современная связь? Сюда можно встать? Давай, как будто ты звонишь. Угу. Я тебя сфотографировала. Прикольно. Сюда можно встать? Это видишь, под землей какие кабели проходят? Видишь? Посмотри, сколько в них, много-много проводов. Да, интересно, Лёш? Да. А где здесь весы? Вот те? Весы в другом зале будут. Технологии транспортных сетей и доступа. Оптоволокно. Дочь, смотри, как красиво. Мам, мне больше телефоны понравились. Они такие бомбазные. Телефоны прям Мама, камера на меня снимает. Что ты делаешь? Ой. Он работает, походу. Здравствуйте. Никого не слышно. Здравствуйте. Лёш, ты себя видишь в камеру? Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Леша, стой, дай мне, дай. Дай я позвоню. Пойдемте еще спутники посмотрим. Это тоже классно. Живые 3D метки. Прочитайте инструкции. Мы, конечно, не поняли совсем, как надо тут что делать. Но когда подходишь ближе, тут видно, что изображение такое себе. А когда вот так далеко встаешь, тут реально такое 3D. Ну, пойдемте еще спутники посмотрим. Смотрите, как спутник вокруг Земли летает. Это у нас планета Земли. Да, Земля, наша это планета. Спутник летает. А спутник летает вот так вокруг Земли, да. А Земля почему наша крутится? Потому что наша Земля крутится, Алёш. Стася, а вот эти весы. Вот эти весы.
Так что- узнаете, сколько вы будете весить на Юпитере. Офигеть, я жирная буду. Стась, ты как я. А на Марсе 11 килограмм, легче, чем Алёша. А на Луне вообще пушинка, 4 килограмма. Алёша, тут вообще... Да ну, офигеть, какая А, так я. вот сколько ты весишь, да? 29. Не надо щелкать ничего. 29 килограмм, Я да? жирная. Я очень... Лёшик, а ты встань на весы. Ка- На каждый вставай. Лёш, встань вот на эти весы, Лёш. Надо. А здесь такой экспонат. Планета Земля, портал в космос. До свидания, до свидания. Дайте мне. Спасибо. Алёша, ну я управляю. Алёша. Там, видишь, написано портал в космос. Как мне? Слева, видишь, пролистала. Иди в портал в космос. Алёша, это такое. Вот. Мне страшно. Ну, давай. О, какая красота! Смотри, луна. Полетели на солнце? Как мы полетим? Ну, вот так. Видишь, планета Венера, солнце. Алёша, я тут управляю. Как тут назад вернуться? Ну, на Землю, наверное, прилететь. Ну, давай в черную дыру нырнем, посмотрим, что там. Ну, назад. А это кто? Какое-то поле. Поле. Давай в поле. Давай. Интересно. Экскурсия закончена, написано. А да, как открыть кран? Да, только не здесь. Не здесь. Почему? Ну, потому что в другой стороне вход на второй этаж. Стась, смотрите, какие раньше были мобильные телефоны. Вот какие. Телефоны были? Да. Так хочется потрогать. Видишь, только кнопочные. Так это и есть кнопочка. Да, и самая известная Nokia 3310. У кого не было этого телефона, тот не жил, наверное, в советское время. Дрон на день рождения. Дрон на день рождения. Да, вон он Технологии будущего. там. Это от чего? Ну, не знаю, что От микросхема. телевизора. iPhone 6. Да. Так, где мой телефон, который у меня был? Вот он. О, у меня вот такой Samsung был, раскладушечка. Где? Вот этот вот. У меня был такой Мама, смотри, Samsung. он с камерой. Ну да, были Ну, телефоны с камерами. Толстый, смотри. Прикольные были телефоны, да? Да, тоже микросхемы всякие разные. Помните такие компьютеры? Да, ком. Да? Вот. Ком. Да, аккуратно, не наступайте, пожалуйста. Ну пошлите в другой зал. Здравствуйте еще раз. Центральный музей связи имени Попова. Я ничего. Какого? Мама, посмотри, когда я подхожу, не видно. Мама, а что это? Ой. Начало осмотра. Нет, вот туда. Туда. Какой зал красивый. А что здесь? Здравствуйте. Просто зал, что такой красивый-то? Прям очень красивый. Мама, там рассказывают. Вот, Если там тщательно вырезает информацию, то есть даже если
смотри, иди сюда, я тебе буду рассказывать. Давай мне руку. Смотри, это, видишь, какие почтовые ящики интересные? Тоже такой почтовый ящик. Письма же писали. И писали, да, руками. Смотри, какими письма писали, штуками. Можно провалиться под лед, если он недостаточно замерз, да? То есть тройка, а там больше. Значит быть марки. Алёш. Тракты государственной почты. Российская империя. Карта. Видите? Такой большая картотека почтовых марок. А здесь уже не года, здесь, смотрите, почтовые служащие, например. Ай. Или, например, почтовые здания, перевозка почты пассажиров. Так, почтовые здания. Посмотрим. Ай, не открывается. Ладно, не посмотрим. Мама. Что? Мама. Что это у нас? Не открывается. Мама. Да, только его не надо трогать. Это же, пошли дальше покажу вам. Овальный зал, мраморный грот. Смотрите, какой потолок здесь. Да, макет, видишь, нашего города макет. А я, кстати, говорю, что это макет нашего города. Конечно, вон Исаакиевский собор. Где ревью? Вот это, который там. Да. Исаакиевский собор, конечно. Мы все в нем находимся. Нет, мы его проезжали мимо. Ой, наш. Вон, смотри, Слышишь Исаакиевский. мой голос, как я... Видишь Исаакиевский собор? Иди, я приду. И спутник летает. Очень красивый зал, конечно. Пойдем покажу. Пойдем, иди сюда. Иди сюда, Стась. Стась, скажи, чтобы он не орал. Алёша, лампочка горит? Это прыгающее кольцо, явление электромагнитной индукции, передача перемены электрического тока на расстоянии. Что делает? Вот так. Видишь, ты крутишь, и лампочка загорается. Попробуй, Лёша. Можно я попробую? Это и так и ты.
Да, это так электричество, все верно. Доча, а вот это знаешь, что такое? Нет. Крути, Что? крути. А. Сильно крути. И смотри вовнутрь. Летит. И там птичка летит, видишь? Нет. Прикольно. Надо крутить быстро, чтобы она летела. Я быстро закрутила. Медленно, надо быстрее. Как кино, да? Да, как кино. Смотри, у меня в камере, как птичка быстро летит. Иди, смотри скорее. Смотри. Буй! Классно? Да. Надо, мама, здесь. Ну, все правильно, ты крутишь и все. А ты я быстро кручу. Ой, прибор, который бьется током. Надо на одинаковый, наверное, класть, нет? Вот, прикоснись. Посмотри сюда. А вы могли бы хоть с чем-то с одним разобраться, а, до конца? Вот. А не просто щелкать. Током бьет. Да он не бьет током. Что там? Волосы одуванчиков встают. Мам, давай докасайся. Трогать шар запрещается, трогать шар одной рукой, трогать влажными руками запрещается. Видите? Экскурсовод только может проводить этот опыт. Вы не экскурсоводы. А я сюда сяду, да? Садись, сядь. Галюша, стой, да я... Это велосипед. Что тут делать? Надо... Ну смотри вперед. Давай. Тебе не видно. Ты крутишь, а там впереди лампочки загораются. Давай, давай, работай. Мы посмотрим с Алешкой. Ты видишь, как свет загорается, Леша? Давай, давай, крути, он свет уже погас. Что, тебе силы не хватает? Да. Давай, давай. Видишь, там этот человечек двигается. Огонечек достает. Ну дай Леха покрутит. Давай. Мне это так тяжело, мама. Это так тяжело. Да кто вырабатывать? Конечно, тяжело. Очень. О, смотри. Опа, опа. Видишь? Ну давай, давай, еще последний, давай. Ага. Ну что, пошли дальше? Пойдем еще что-то тебе покажу интересного. Не знаю. Ого, как луч интересно, да? Видишь, луч преломляется, видишь? Смотри, как интересно. Видишь луч? Да потихоньку надо. Видишь луч, как крутится и преломляется? Это магнит, Стася, магнит. Магнит. Это фотоаппарат такой раньше был, фотокамера. Пойдем. Ой, кто там? Никого там. Нет, пошли наверх, поднимемся.
Почему нас в камере с тобой видно? Не надо руками. Вон, видишь, какая громкость у тебя мигает? А потихоньку. Положи руку сюда. Ничего не слышно. Ты дурак. Чувствуете вибрация, какая идет отсюда? Тш, это не трогают. Это рабочий телефон. Мам, ты где увидишь? А вот там. Это нет, нельзя. Мама, да. Какие телеграфы интересные. Стася, Леша, туда идем. Направо идем. Мама, туда. Сюда. Это лево. Какие громкоговорители. Ностальжи у вас какие были автоматы, аппараты такие. Тут можно трогать? Это пульс звукорежиссера Тесла. О, у нас вот такой был проигрыватель. Вот такой вот. Я хочу увидеть. Мелодия стерео у нас был. А это что? Такая камера, да? Помните, Москва слезам не верит. Ой, какой камень красивый. Что, неинтересно, да? Типовое здание АТС образца 70-х годов. Вот что это такое. Вообще, конечно, такие штуки завораживают. Правда, интересно посмотреть, как, что, зачем. Вот тут еще один камин. Машинная автоматическая телефонная станция. Тася, ну это от печки такая. Ничего такого. Только я тебя увидела. Телефонные кабинки. Это телефонные кабинки. Вон, смотри, какой телевизор. Тася, посмотри, какой. Тася, это телевизор. Это самые первые телевизоры, которые появлялись. Представляешь, его размеры, какой малюсенький экранчик. Что это?
Телевизор. Это тоже телевизор. История развития мобильной связи в России. Алексей, ну нельзя же щелкать. Там что на двери написано? Продолжение осмотра. Лёш, где мы такую с тобой вышку видели? Мы сейчас пойдем туда. Видели такие вышки на улице? Помните? Да. Угу. Вот в миниатюре. И зачем она нужна, такая вышка? Чтобы сотовая связь работала. Я когда-то мечтала об этом телефоне 9210 Nokia. Как интересно. Нет, нельзя. Видишь, закрыта лестница. Нет, это просто А, нет, правда, можно. Можно? А, нет, вот вход закрыт написано. Там тоже наверху экспозиция, видите? Мама. Ух ты! Это видишь, какие разные лампочки бывают, да? М. Эти дети опять что-то там уже трогают. Что вы делаете? Ток. Это так радиосвязь передается. Угу, посмотрите. И опять дети куда-то убежали. Телефонный аппарат кофемолка. Фирма Эриксон. Стокгольм, 1890 год. Класс. Мы еще отсюда не ушли. Угу. Нет, сюда. Идем, Алексей. Смотри. Раз, два. Давай пальчик. 3. Нажимаем, бежим, но бежим аккуратно, не падаем, бежим.
Смотри, к ним мапушка летит. Письмо, вон, видишь, летит? С другой стороны. Да, вот, смотри, прилетела, сейчас будут получать. Да еще варианты почтового транспорта. Дорожная шкатулка разъездных чиновников. Форма. Что еще вам показать в музее? Смотрите, какие почтовые сани, карета, макеты сделаны. Почтовые колокольчики. Дедушке бы нашему парочку. Он же у нас коллекционер колокольчиков. Почтовые принадлежности 19-20 веков. Российская империя. Какие чемоданы. Почтовый транспорт 18-20 веков. Это сани для перевозки почты на оленях Восточной Сибири. Ну да, это только с экскурсоводом. Смотрите, как почту перевозили. Видите, где-то на быках, да, в тележке. Смотри, в степях, да, в степях на быках перевозили. Видишь, смотри, почтальон сидит на мешках, где лежит почта. И на верблюдах почту перевозили. Я тебе хотела показать, как почту перевозили. И на собаках на Северном полюсе, видишь, перевозят. А в санях сидит почтальон на мешках, а в мешках письма, грузы, деньги. И на лошадях перевозили. И вот в таких санях, Стась, не трогай руками. Потому что здесь на марке сколько написано? 22 рубля. Не даю, потому что есть такое понятие почтовый тариф. Они периодически меняются. На сегодняшний день для того, чтобы Вот это самое классное. Даже. Посмотри, как почту, видишь, даже когда на лошадях ни на ком не проехать, а почтальоны все равно мужественно несли письма. Ну, давай посмотрим, как они вот так. А как мы посмотрим? Нет, мам, Да подожди. они как-то идут. Вот они вот так идут? Да. А, если вот так снять, то как будто бы идут, да, получается? Вот Да. туда на гору?